Доброго вам всем воскресного дня. 22 января. Нижний Тагил. Тепло. У нас тут что-то градусов 7-8, наверное. Стоянка перед проходной. Местные машинки шныряют. Белорусы сегодня, которые вчера передо мной заезжали на погрузку, я прям в них уперся. Они только сегодня, вот только утром выехали оттуда. За прицеп я вас не поведу. Я вам даже показывать не буду, пожалею вашу психику. Хоть бы какой-нибудь, я не знаю, ну этот, какой-нибудь избушку на курьих ножках поставили. Ну вообще ничего нет. Я имею в виду в плане зооприроды. Вот что я не люблю, вот это вот стояние вот так вот, как бомжара под забором. Ну так оно и есть. Ну, сами видели, что все у нас без вариантов вчера было. Сегодня я хочу представить вам сервис «Перевозка24». Это сайт, на котором размещены объявления от владельцев спецтехники и грузового транспорта. Удобный функционал сайта позволяет быстро найти технику в нужном городе. Также есть указание точки базирования техники на общей карте. А если вы являетесь владельцем спецтехники или грузового транспорта и нуждаетесь в заказах без посредников, то смело добавляйте свою технику в сервис. Более подробную информацию вы найдете на сайте перевозка24.ру. Вот не знаю, вот КамАЗ питерский, Сатранс. Почему-то это питерские номера. Не знаю, может просто что номера питерские, может сам местный. Машина зашторена, ни автономка не работает, ничего. Никакого движения. Может местный просто парняга домой поехал. Вчера что-то моя автономка пошутила. Видите, сука, я тут натопил. Я вчера приехал. Ну все, стал, тут все, пошел на проходную. Спросил, тут свои нюансы на заезд, но об этом уже завтра. Дал запросы на Минск, узнав все нюансы. Все, автономку тык. Она не включилась, ошибку выдала. Я второй раз, третий, пятый. Оно вроде как и мороза нет. Автономка не работает. Там уже ж темно было. Еще вчера находился тут по музею. 1015 шагов-то у меня что-то получилось. До музея обратно. Плюнул на все. Что с ней случилось? До 2 лет машине нету. Не могла она умереть. Я не знаю, что он уже третий раз у меня такое. Первый раз было, наверное, со второго раза запустилась. И вот заметил, когда тепло. Мороз там до десятки. Второй раз, третий раз запустилась. Вот уже так вот стал, первый раз ткнул, второй, третий раз запустилась. А здесь нифига. Раз 10 я тыркал. Уже мерзнуть начинаю. Сейчас завел машину. Что-то кусанул и, в общем, отрубился на спальнике. Заснул на работающем двигателе. Вот это, кстати, тоже. Вот выехал, он вчера стоял, сейчас стоит. Ну, тоже, наверное, местный. Просто выехал, все. Машину поставил, домой поехал. Коллега. И этот стоял вчера. Вот только вот тот КамАЗ пришел, челябинский. А, ну и лорик приехал. Ну и все. Проснулся что-то где-то, наверное, часа в 2, в полтретьего ночи. Опять вылез, ткнул. Пока тут туда-сюда. Смотрю, опять ошибку выдала. Да ё-моё. Я со злости еще раз ткнул и дальше спать. Ну что-то не спалось. Что-то не мог уснуть, крутился, вертелся. Поэтому вылезу, чайник поставлю, чай попью. Посреди ночи. И это. И там, может, заснул. Раз, смотрю, нифига не моргает. Уже все, автономка, руку туда, раз, автономка работает. В общем, часов 6, наверное, на двигателе простоял. Заглушил. Все. Слышно, что он гудит.
Автономочка моя. Что у него за заскок случился? Слышите? О, натопил кучу вчера. Ну, не кучу, а эту. Пучки тут какие-то снегом засыпал. Ну, видите? Это я натопил. И ждем. Ой, не туда не смотрите. Ждем. Ну, сейчас. Сегодня вечером еще раз Минск запрошу. По заезду сюда. Ну, сомневаюсь, что мне что-то пришлют. Еще завтра начнется тут беготня. То ли ехать, а тут километров 5 надо до завода управления. Я пешком не пойду, поеду на машине. Так что стоим, ждем. И снова здравствуйте. Только уже за бортом у нас понедельник, 23 января, год 2023. О, 23.01.23. Загадывайте желание. Выходные прошли продуктивно. Вот там в основном. Так, у меня есть только заявка на погрузку. Колеса на Брест. Вот. Тут такая довольно-таки своеобразная система заезда. Тут надо какой-то электронный, либо бумажный пропуск. Это все на проходной узнал. Ну и не только на проходной. Должны либо на телефон прислать, либо ехать распечатывать это все дело надо в контору. До конторы отсюда от проходной километров 5. Вот. Тут с Андреем Ивановичем поговорил. Он здесь грузился как раз на Казахстан. Вот он дал мне какой-то контактный номер телефона, ну, какой был у него в заявке. Сейчас мы попробуем туда позвонить. Время 10 минут 9. Так, плюс 7, 6. Просто фишка в чем? Ехать туда к конторе можно, конечно, поехать без вопросов. Но стоять там негде, на дороге, там все знаками завешено. А вдруг на меня вообще никаких данных нет, никакой заявки, ничего. Это очень часто случается. Так, правильно набрал. Вот. Поэтому, ну, сейчас попробуем. Уже 9 час. Алло, Татьяна? Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Меня зовут Алексей, водитель. Скажите, это отдел сбыта вот по загрузке, я правильно звоню? Нет. Нет? Извините, пожалуйста. А куда я попал? Нет, вы у меня куда? Наверное, не туда набрал. Простите, пожалуйста. Не, ну почему? Я тоже гружу машины, потому спрашиваю. На Беларусь. На Беларусь. Но они же на работу не пришли. Понятно. А во сколько они приходят? 9? Папин телефон там. В 9, да. А скажите, просто дело в том, что я вот стою возле проходной, мне сейчас пока, наверное, не стоит, да, ехать в контору и позвонить по этому же номеру? Фамилия ваша какая? Моя Жуковский. На Брест. Подождите, не спешите. Да не пусть куда. Чего? Пусть куда мне. Я посмотрел в системе, посмотрю. Ну, гляньте, пожалуйста. Другого парня не вижу. Вам приходило смс от ребят на ТНК? Нет, мне ничего не приходило. Мне только заявка. Колеса на Брест. Вы колесами даже грузитесь? Да. Что это что-то меняет? Ну да, колесами это вообще другая история совсем. Колеса это... Подождите. Жуковский Алексей Николаевич, вы же не оформлены? Нет. Я вижу вас в системе. Не видите или видите? Нет. Я вижу вас в системе, но вы не оформлены еще. Мне что нужно сделать? Скажите, я все сделаю. Я же вам рекомендовала прийти в 9 часам в здание завода управления. Вы сейчас на какой проходной стоите? Ой, на К как-то называют. Здоровой, Да. здоровой. Да. Ага.
час. Наберите меня через час. Алексей, кто вас оформляет, он приходит, работает с 9. Угу. Договорились? Хорошо. В 10 минут 10 Мы я спросим, вам Давайте позвоню. мы спросим у него, что с вами делать. Ладно, я вижу, что вы есть в системе. Ага. Хорошо. Вижу вас. Хорошо. Спасибо большое. Спасибо. Давайте. Мгм. Давайте. Не все так гладко, но главное, что мы есть в системе. Алексей, тезка мой приходит к 9 на работу. Ну, вот здесь минут 10 позвоним. И они тогда скажут, что делать. Уже легче. Главное, что мы там есть. А уже то, что делать, разберемся. Ждем еще час. Без 15:10. Все. Мы это... Получил я пропуск электронный. На телефон пришел, распечатал тут все. Ну, раскрыл. Все, сейчас заезжаем. Сейчас тут я снимать не буду. Проходная. Предприятие серьезное. Кому нужны все эти проблемы. Там уже на загрузке что-нибудь сниму. Сейчас надо у коллеги спросить. О, Белазик пошел. Уже внутри за Белазиком стою. Сейчас надо взвеситься. И потом тут что-то по заводу туда-сюда. Короче, тут такая схема серьезная, как голова закружится. Но мне нужно колеса прокатный стан. Мы же за колесами едем. Вот в этих воротах будем грузиться. Вот еще 2 брестских машины. Они тоже сюда. Ну, блин, дофига по заводу пришлось ехать. Километров 5, наверное. Там сейчас вагоны стоят. Ждем тепловоз, когда заберет вагоны. И тогда будем заезжать. Сейчас пойду подготовлю все это дело. Шлейки достану. Подготовимся, чтобы только это трос выниму, чтобы уже заехать внутрь и сразу же можно было грузиться. Ну, так я понимаю, должны за день сегодня сделать. Но мы грузимся на Германию, поэтому нам еще нужна таможня. Вот. Колеса-то на Германию поедут. Санкции в действии. Жуткие звуки издает. Пойду, в общем. Трос вытащу, ленту вытащу. И будем ждать. О! И 4 часа не прошло, как приехала железяка за моими вагонами. Ну, сейчас, я так понимаю, я буду заезжать. Там вон пошел какой-то КамАЗ, походу местный. Сначала он, ну, понятно, местные авиалинии. Так что, ну да, или нет. Или он просто развернулся. Да-да, сейчас пока местных. Вся эта песня сегодня на целый день. Радует только одно. 2 брестских машинки. Ой. Ну я первый. Настроя на погрузку. Три часа 5 минут. О, видите, колесики повез.
класс. Сказали, заезжай, наконец-то. Вот таких 10 металлических палетов нам грузят. Порядка 2 тонны один палет. Надо будет вязать все это счастье потом. Полчаса сама погрузка-то заняла. Все быстро. 10 палет этих закинули. Вся увязка сейчас будет намного дольше. Потому что сейчас увидите. Ну, увязываться надо. Как раз 23 мешочков. Мое вам до свидания. Пацанам брестским не очень повезло, им надо дальше стоять ждать. Так, а что у нас на ось? Контрольные данные, осевая нагрузка. 9 у нас 2. Ну, естественно, хвост будет вообще не тяжелый. Так, сейчас посмотрю. Прицеп 22 на телегу. Ну, похуже, чем с этого ехал. Как его? С находки. Ну, 9 на 2, все нормально. Сейчас вот здесь вот на углу цеха остановимся. Здесь же нам привезут все документы, кроме таможенных. Ну и полезем в прицеп. Надо будет сейчас борта раскрывать. Все. Ну не все, а 6. Передние не надо. И будем увязываться. Такой груз. Лучше его хорошо увязать, потому что ну его баня. Если уже эти железяки надумают посыпаться, хотя, ну, по идее, не должны, они там как бы одеты, но надо будет чуть-чуть сейчас потрудиться. Время 4, не знаю даже, вопрос, успеем сегодня мы вообще уехать, или документы уже завтра будем получать, ну, таможню забирать, потому что сейчас пока увяжешься. А эти парни брестские, говорят, сейчас он там КамАЗ стоял опять выгружать, потом тепловоз придет. Кто его знает, сколько им там еще придется постоять. Но это уже как их головная боль, а не моя. Сейчас здесь становимся и пошли увязываться. Близко не буду прижиматься, потому что надо ходить, борта раскрывать. Вот так вот увозят колеса на Германию.
Понятно, что они тут все вот так вот упакованы. Но такая конструкция ненадежная. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Не понял, почему 18, 19, 20 ремней должно быть. Так, 4 и 4, 8. И здесь 5, 13. 14, 15, 16, 17, 18. И один порванный. 19. 19, что ли? А, да. Да, у меня 19 ремней. Там 20 у меня просто порванный тогда развязывал. Ну, один придется увязать какой-нибудь, который по центру одним ремнем. Не знаю, ну вот так это фигня. Вот. За уши и туда на растяжку. Но так как прицеп кроновский, и пришлось все борта раскрыть. И главное, что потом в Бресте это все будет выгружаться через зад, погрузчикам доставаться. А борта потом все равно все придется раскрывать, чтобы ремни подоставать замками. Ну да ладно. Ну что, вот так. Будем плести паутину. Сначала надо доски позасовывать, потому что потом тут будет не пройти от этих ремней. Час времени, не спеша. Все, мы увязаны. Вот единственный один. Взял порванный ремень, который у меня. Как раз, видите, даже узелок попал на болт. Вот. Эти как бы с расчетом давить, ну, держать сюда, чтобы не пошли вперед. Ну, все. Ну, кроме заднего. Задний, чтобы не завалился назад. Не должен. Без 25. Документы уже принесли. Сейчас закрываем борта. Затягиваем трос. Переодеваемся. Выезжаем. Будем звонить по поводу таможенных. Снег какой, да? Серенький такой. Металлургический комбинат. А, сразу спрашивали, покажи, как раздвигается крыша. А что тут показывать-то? Ну, у меня, как это называется, гондон. У меня не только крыша сдвигается вместе с боками. О, пардон, клиент звонит. Отлично, по таможне тоже все готово. Что тут показывать? Вот мне приходится вот эту вот расчехлить, ну, ленту достать. Потом вот такая специальная штучка есть. Это не родная. Это мне уже пришлось покупать, багор. Потому что родная благополучно осталась в городе Липецке. Вот. Поднимаем вот эту вот этим багром. Крайнюю вот эту вот. И все, и поехали. Где штора, там просто сдвигается только крыша. Вот вся. Ну, у меня сдвигается все вместе. Вот и все. Всего делов. Все, ладненько. Не буду больше разговаривать. Собираемся. Потому что меня ждет человек. Все. Собрал. 10 минут 6. Поехали. Сейчас на весы. Ну, сейчас сначала право-лево, туда-сюда, кручу-верчу по заводу. Проходной. Свет надо включить. На выезд. Ну, на весы. Взвешиваемся и на выезд.
of juice like a snow cone. Ice in my veins and a cold flow. I'm getting cash overseas by the boatload. You wanna ride my wave? That's a no-go. Senoritas going loco. Make it bounce like a pogo. All my haters see rojo. They big mad cause they coming up short like Frodo. Activate the beast mode. I keep it hot, give your brain a heat stroke. You ain't a big shot, you some basic B-roll. The world is mine, like my name's Pacino. Hey, it's Nico, I guess I'm back. Catch me in the fast lane on the right track. And my shorty is a 10 like a dime bag. Got me feeling like a millie, check the price tag. Got the party jumping like crisscross. Got the gold chain and the wristwatch. Pull up on the scene like a big shot. EDM and hip-hop, ain't no time for pit stops. Got the party jumping like crisscross. Got the gold chain and the wristwatch. Pull up on the scene like a big shot. EDM and hip-hop, cause my style. No time for daydreams. All my brothers get money, we call it gangrene. Just another day, but our focus still on the same thing. Us against everyone else, I recommend you change teams. Who the hottest in the city? We the top two. You said your music was litty, but that is not true. Just being honest, you should really just stop, fool. Matter of fact, empty no pockets, give me that watch too. My mind is wicked, that's why I spit it so hostile. Freaky girls in the crib, it's like I live in a brothel. All I spit is Leviticus, but I'm not an apostle. My nuts hang low, long and they colossal. Black trader black, she messiah to the misfits. Run circles around these rappers till my shit splits. You a little late to the party, baby, I've been lit. If you ain't on the friend list, you better mind your business. Got the party jumping like crisscross. Got the gold chain and the wristwatch. Pull up on the scene like a big shot. EDM and hip-hop, ain't no time for pit stops. Got the party jumping like crisscross. Got the gold chain and the wristwatch. Pull up on the scene like a big shot. EDM and hip-hop, cause my style. Все, таможенные документы забрал. Как красиво, да? Машину так далековато поставил, уже сюда пришел, все. Это... Потом вот эту вот штуку забыл, печать. Ё-моё, ну не зря ж говорят, из-за дурной головы ногам работа. Пришлось топать обратно. Эй, Мисим, откройся. Евраз. Нижнетагильский металлургический комбинат. Музейно-выставочный центр даже здесь есть. Забыл упаковочный сфоткать. На остановку заходил, разложился там, пока нарыл его там кучу бумаг всяких. Отослал. Все, дали отмашку, поехали. Гагарин сказал, поехали. Так, машину метров за 300 поставил, уже не стал сюда прямо, вот уже в наглую к этому светофору ехать. Ну, пришлось побегать чуть-чуть. Ман стоит, ждет. Проверил автономку. Ну, там вырубил, когда выехал. Сюда приехал. Думаю, ткну. Это был заскок такой временный, или ты теперь уже на постоянке будет. С печатью возвращался. Автономка, ну, работает. Жужжит.
Так что все, можно выдвигаться потихоньку. Все дела сделали. Путевку заполнил. По документам уже отмашку дали. Можно ехать. Время 7. Ехать. Подождите. Ладно, я там на ходу погуглю. Надо ж это понять, куда мы сегодня поедем. Ну, скорее всего, я, наверное, поеду опять на эту стоянку, которая там в этом. В Ревде. Возле Ревды там. Там, правда, надо там немножко километра полтора кругаля сделать. Съездить потом назад. Ну, как бы достойный вариант. Все равно пока туда доеду, это часа 2-2,5. Значит, пока с Тагила выберешься. Еще я хочу заехать. Надо что-то пожевать по-человечески. А то сегодня весь обед проспал. Что так спать захотелось. Как паровоза ждал. Проснулся, уже все. Столовая, сказали, все, до свидания. Но этот мост нормальный. Этот вот нормально смотрится. Хотя тоже так стремноватенько. 4 метра. Вот следующий сейчас здесь будет. Как сюда ехал, так аж притормозил так тихонько. Ну, там есть зазорчик. Сантиметров 10 так точно есть. И он тут буквально вот совсем недалеко до него. Такой опасненький мостик. Дальше никуда смысла нету, да и неохота уже. Сегодня целый день напрыгался там. Вроде бы лежал там до полдня, потом вот эта погрузка. А все это в ожидании, так что... Да и время уже будет сколько. Вот этот. Не буду останавливать. 21 тонна у нас загружена, 21 910. Вот он. Вот это с той стороны он так... Это сейчас я уже смело так еду. А с той стороны он так выглядел опасненько. Так вот, не знаешь, там какое-нибудь кафе надо зарулить, да пойти что-то покушать. Вот. Что, Маша тут 2750 выдает до Минска. Потом побольше будет. Мы ж там, у нас там свой маршрут. На кратчайшем я уже не стал точно ей выбивать там, чтобы будет умничать, потом ехать всю дорогу. Так что вот так. Погнали. Главное, что загрузились. Ну, те вот сейчас парни я спросил, говорит, да, буду ждать, говорит, их. Те парни тоже, ну, документы на них готовы, все. Не зря там с утра, когда звонил, там, говорит, Алексей, ну, тезка вот, который документы оформляет, он приходит позже на работу. Ну, так и потому, что потом те-то девчонки, которые я разгорял, она по России грузит, что у нее там, она в 5 часов дверь на ключ и домой. А он, видите, сидит до последнего клиента. На улице -2, ну, вообще теплый. Снега так и не дождался, поэтому вообще этим синоптикам верить я не знаю. Я его так и не дождался, снега. Может, его и в Кате не было. Ну ладно, как есть уже. Все, сейчас налево и пошли на взлет. Да. Я тоже тогда стремался, оказывается, видите, у меня же зеленый. Покатили, в общем.